Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну и смотрите, с чего бы я хотел начать. Ну, во-первых, как я вам сказал, вот он, да, все-таки 80.50, как я и говорил. Вот видите, даже на Форексе мы чуть выше вышли. Вернулись мы в итоге, но теперь, конечно, надо смотреть, где мы в итоге остановимся. То есть, будет ли дальнейшее укрепление, в чем я пока лично слабо как бы уверен, да. И, соответственно, где мы все-таки остановимся по уровню пола, то есть, где мы низ уже не пойдем. То есть, вот этот пока вопрос остается. То, что мы, конечно, фактически скорректировать обратно, это было ожидаемо, я вам сразу сказал. Но вот выход на 81, 81.50 пока для меня под вопросом. И вообще удержание 80.50 для меня тоже пока под вопросом. Скорее всего, я думаю, что все-таки 79.50 будет уровень, который мы пробивать в обратную не будем уже, да. А вот непосредственно дальнейшее движение надо будет смотреть по ситуации. Значит, смотрите, давайте сразу, сегодня, в принципе, я думаю, будет короткий обзор, господа, по одной простой причине, потому что, на самом деле, все сфокусировано на ожиданиях потолка. Значит, смотрите, давайте быстренько посмотрим, что у нас по рынку. Значит, смотрите, облигации у нас сегодня выходят также вверх, как я уже и предупреждал, что они продолжают расти. Смотрите, они аж поднялись уже, и как, в принципе, и вчера я вам говорил, уже вернулись к 4, уже вышли за 4. Все потому, что опять у нас начинаются все комментарии. Вот, смотрите, десятилетки вернулись за 3,55. То есть, все говорит о том, что будет дальше продолжение укрепления доллара, да. Смотрим по индексу доллара. Смотрите, ситуация у нас сегодня, мы скорректировались до 102,2, да, и тут же уже вернулись в район 102,6. То есть однозначно идет закрепление 102,5, 102,4, то есть ниже уже вряд ли он уйдет, да. И, соответственно, двигаемся в район 102,7 и 102,8. Как я вам говорил, там как раз находится у нас непосредственно сопротивление. Вот, кстати, обратите внимание, даже волновик просчитывает ровно такой сценарий. 102,7 и 102,8. Вот они, два варианта, куда мы, собственно говоря, и пойдем. Почему? Потому что, естественно, мы ждем, во-первых, решения по потолку, а во-вторых, ситуация с нефтью, господа. Естественно, мы сегодня ждем, безусловно, запасы по нефти. Ну ладно, давайте дальше смотреть. Значит, смотрите, что у нас было сегодня с долларом рублем. Ну, как мы видим, опять без каких-либо интервенций. 10 часов 30 минут, все нормально. Как доллар пошел укрепляться, так и мы за ним пошли, да? Да, то есть вот у нас 9, 10, 30. Вот он немножко скорректировался и после этого пошел вверх. И здесь мы видим ровно то же самое, да? То есть вначале вот она небольшая коррекция и после этого пошли вверх. Соответственно, с юанем, как мы видим, тоже, естественно, та же самая история. То есть мы также... Так, это у нас что такое? 1 минута, подождите. Ну хорошо, давайте посмотрим даже на 1 минутке, это даже интересней. Вот смотрите, да, упали. Вначале была коррекция. И потом, собственно говоря, опять пошли вверх. Потихоньку, потихоньку, потихоньку тоже пошли вверх. То есть здесь тоже никаких распродаж, как мы видим, тоже не было. Да? То есть непосредственно не было никакой интервенции. Ну и нефть, смотрите. Нефть сегодня у нас удерживается в районе, не пробивая 74 и никак не может преодолеть 75-76. Да? То есть вот эту зону пытается, опять откатывается. Причина на это, естественно, укрепление доллара, ровно то, что мы и говорили. И вы помните, что сегодня мы как раз будем ждать основное событие, кроме, естественно, потолка. Я выхожу, смотрите, 21.58, потому что не стал я больше ждать ничего. Основные события, в принципе, прошли, остальные очень будут поздно. Поэтому, соответственно, уже смысла не будет. Там уже только по Форексу можно будет смотреть на курс. Значит, смотрите, по американскому рынку. Здесь, соответственно, у нас тоже воцарилось ожидание. Все, безусловно, ждут ситуации, естественно, по потолку. Здесь 4120 пытается 22, если быть точнее, сегодня удерживает S&P 500. В моментах бывает проходит вниз, но в итоге опять возвращается. И, естественно, не пересекает 4130. Чистой воды ожидания, все ждут решения по потолку. Поэтому, на самом деле, все уже основные события, по большому счету, роли не играют. Ну и давайте теперь посмотрим, что у нас сегодня, господа, было.
Как я говорил вам, у нас сегодня была огромная портянка, да, поэтому вопросов было очень много всевозможной статистики и так далее. И вот давайте быстренько мы ее разберем. Значит, смотрите, выступление управляющего ФРС Кука, да, я уже говорил, что все выступления ФРС, они будут иметь огромное значение. Ну, тут все без сюрпризов, на повышение ставки больше вероятности, или как минимум на удержание, инфляция не побеждена и так далее, и все это, соответственно, в этом духе, да. То есть, соответственно, естественно, ФРС пока поддерживает доллар, что и требовалось доказать. Дальше смотрим. Объем промышленного производства Китая. Вот тут как бы ситуация не очень хорошая. Китай показал некое замедление, да. Инвестиции в основной капитал, там тоже, в принципе, они достаточно невысокие оказались. Ну, в общем, в целом, скажем так, подведя итоги, да, у нас получается, что непосредственно по Китаю прослеживается некое, скажем так, ну, замедление ситуации по экономике. Ну, по крайней мере, скажем так, не та скорость, которую все ожидали, да, то есть она как бы идет, безусловно, восстановление идет, но все-таки не с той скоростью, по крайней мере, как это сейчас транслируется, как говорится, во весь новостной фон. Ну и статистика, которую показывают по Китаю, она, конечно, неплохая. То есть не сказать, чтобы там прям какая-то была ситуация там с какой-нибудь рецессией и прочее. Но в любом случае, это же мы же отслеживаем в рамках именно спроса на нефть, да? А он, соответственно, показывает, что как бы Китай сейчас, ну, собственно, не очень, скажем так, активно начинает восстанавливаться по сравнению с тем, что было. Но вот смотрите, объем промышленного производства на самом деле, да, все равно там лучше, там был 3, стал 3,6, да. Это год году за апрель, да. А вот объем промышленного производства год год за апрель еще один, только получается этот, который был какой-то ETD, а этот вот как бы нормальный, да, наверное, не знаю, там у них просто тоже разные варианты. Значит, смотрите, здесь получается картина следующая. Предыдущий был 3,9, да, факт 5,6, то есть лучше, чем был, но прогноз был 10,9. Поэтому я говорю, что здесь картина такая, здесь по Китаю получается несколько ситуация неоднозначная. То есть, как бы восстановление идет, оно идет как бы действительно в лучшую сторону, но типа не дотягивает до прогнозов. А проблема заключается в том, что рынок как бы прежде всего смотрит еще типа насколько вот соответствует прогнозам, так как рынок живет ожиданиями у нас, да, то соответственно вот как бы оценивается так, что все-таки не очень хороший. Зато, смотрите, ВВП Европы показало восстановление, что в принципе неплохо ВВП восстанавливается, и соответственно это говорит о том, что в еврозоне тоже ситуация, скажем так, наблюдается на укрепление того же, скорее всего, по евро, может быть, да, и плюс, соответственно, что все-таки вот конкретно в Европе, например, да, смотрите, ну, опять же, как считать, оно, они считают, что оно улучшается, а я вот смотрю, на самом деле, оно, вот предыдущий был 0,3, факт 0,1, но это за первый квартал, да, а вот год к году там 1,3, 1,3, то есть без каких-либо на самом деле улучшений. Ну, то есть, по крайней мере, то, что говорят комиссии евро, они как бы заявляют, что у них все как бы улучшается, да. И это, соответственно, дает определенные, скажем так, тоже, как говорится, признаки на то, что все-таки рецессии как таковой пока вот в мировом таком масштабе с такой скоростью не развивается, как нас постоянно об этом пугают, да. Дальше смотрите. Дальше был ФРС, Мистер, да. Мистер у нас сказала следующее, господа. Сейчас я вам покажу. Ну ладно, это долго искать, я потом, если что, найду. Значит, смотрите, Мистер сказал, по сути, тоже о том, что на самом деле ситуация, как бы, она, надо, кстати, учесть момент, что она не принимает в этом году, по крайней мере, решение непосредственно поставки. То есть ее, скажем так, транслируя информацию, которую она транслирует, она по факту не будет влиять напрямую на ставку, но она просто передает некое настроение. И она как бы говорит тоже о том, что на самом деле ставки могут еще как минимум продолжаться. Она как сказала, у нее такая была хитрая формулировка, кстати, я ее все-таки найду попозже. Она сказала, что мы не можем замедлить полностью экономику, там прям вот открытым текстом. Но мы зато можем повлиять на краткосроки типа на инфляцию, на сдерживание инфляции. То есть вот такая интересная у нее была мысль.
То есть она в открытую признает, что мы, естественно, хотим замедлить экономику для того, чтобы цены на нефть не выросли. Они об этом не говорят, безусловно. Вот. Но, типа, мы зато своими действиями можем непосредственно сдерживать инфляцию. А как сдерживать инфляцию? Вот именно этим и сдерживают. То есть именно как раз давя цены на нефть, да? Дальше поехали. Смотрите. Базовый индекс розничных продаж в США. Вот там все, в принципе, неплохо. Объем розничных продаж, да, тут сразу вот берем эти всю статистику. Там, в принципе, неплохо. То есть потребитель, по большому счету, вывозит на себе всю эту инфляцию, тратит и так далее. Теперь смотрите дальше. Выступление Бостика, членов ФРС. Опять та же история. Опять также там были разговоры о том, что все-таки еще не достигли тех задач, которые нужно было. То есть 2%, естественно, инфляцию. То есть, соответственно, надо еще продолжать работать в этом рамках. И, соответственно, вероятность или оставить как есть, или повышение ставки, безусловно, остается. То есть, опять же, к вопросу укрепления по доллару или, по крайней мере, никуда его не ослабления на данный момент, да? Дальше смотрим. Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Тоумена, да? Там по факту опять, по поводу Европы, там сейчас звучат больше такие посылы, что они непосредственно видят улучшение своей ситуации на будущее. Объем товарно-материальных запасов США тоже там все хорошо. Он, по-моему, даже и не снизился. Федбар, который тестимони, не знаю, как прошел, по нему информации не нашел. А вот товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей США тоже, они там показали, что они довольно фактически на том же уровне остаются, как и были. То есть цепочки поставок не испытывают проблем. И я так понимаю, что все-таки товара у них хватает. Так, председатель ЕЦБ Лагард выступала с речью. Я ее пока не видел, что она говорит. Скорее всего, опубликуют завтра. А речь члена ФРС Уильямса тоже. Пока выступления их я не видел. И Логана, кстати, тоже. А вот теперь, господа, соответственно, мы приближаемся к основному событию, не беря потолок, который, безусловно, будет самым основным. Это недельный запас сырой нефти по данным Американского института нефти API. Ну и вот теперь, смотрите, давайте пойдем в Telegram, посмотрим конкретно по поводу потолка. Вот смотрите. Во вторник утром спикер Кевин Маккарти заявил, что в переговорах за ночь до встречи в 3 часа не было прогресса. То есть это к вопросу о потолке, да? Дальше смотрим. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что время уходит, чтобы предотвратить экономическую катастрофу из-за неспособности поднять потолок долга, выступая перед встречей во вторник между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса в противостоянии. Также смотрим. Мы уже видим последствия балансирования на грани войны. Это то, что говорит Йеллен. Инвесторы стали более неохотно держать государственный долг, срок погашения которого наступает в начале июня, сказал Йеллен в своем выступлении на банковской конференции во вторник. Тупик уже увеличил долговое бремя американских налогоплательщиков. То есть, смотрите, ситуация с потолком, да, она начинает нагнетаться. Но не все так просто. Значит, смотрите, в понедельник глава казначейства направила лидерам Конгресса новое письмо, в котором вновь заявила, что казначейство рискует остаться без денежных средств, достаточных для выполнения всех федеральных обязательств уже 1 июня. Средства к существованию миллионов американцев висят на волоске, сказала она в выдержке из своего выступления на саммите независимых банкиров американского сообщества, опубликованной Министерством финансов. То есть, опять же, да, к вопросу о том, что все это нагнетается, как мы помним, демократы давят на республиканцев. Но вот смотрите, какой интересный момент, господа. Встреча во вторник состоится за день, обратите внимание, за день до того, как Байден, как ожидается, отправится в Азию. То есть Байден уверен, что он полетит в Азию, а до этого он, кстати, помню, я очень хорошо заявлял о том, что если будет, как говорится, потребуется решение по потолку, и, соответственно, это перейдет на период, когда он должен будет улететь, он не полетит, и он будет решать этот вопрос потолком. А теперь мы видим, что он вполне себе уверенно заявляет о том, что встреча во вторник состоится за день до того, как Байден, как ожидается, отправится в Азию, и чтобы продемонстрировать решимость США решать вопросы стратегического соперничества с Китаем, представители Белого дома заявили в понедельник, что планы по участию в саммите Большой Семерки в Японии с остановками Папуа, Новой Гвинеи и Австралии не изменились, несмотря на продолжающие переговоры о долге. То есть, получается, что демократы и, соответственно, Байден, они либо уверены, что они во вторник придут к некому все-таки соглашению, да, хотя бы в какой-то временной форме, либо, соответственно, полностью будет как-то этот вопрос решен, потому что эта поездка не откладывается. Вот здесь мы как бы получаем этот, как говорится, сигнал, да. Дальше смотрим.
Значит, смотрите, 18 мая, да, кстати, особенно те, кто, допустим, торгует китайскими акциями, да, должны быть как бы в курсе. 18 Байден, возможно, будет объявлять о санкциях по Китаю, имейте в виду. Вот он как раз туда летит и будет там очень много всем грозить. Так, теперь смотрите дальше. Значит, розничные продажи в США, я уже сказал, выросли в апреле, что говорит о том, что потребительские расходы выдерживают сопротивление экономическим препятствиям, включая инфляцию по высокой стоимости заимствования. Это к вопросу о том, что, как я и сказал, здесь опять же вопрос может быть, безусловно, говорить только о том, что доллар будет дальше укрепляться, потому что вероятность повышения ставок у нас также растет. Вот, кстати, интересная была информация, сегодня нашел, республиканцы отклонили предложение демократов, направленное на увеличение доходов и сокращение дефицита в будущем за счет изменения дюжины положений налогового кодекса. Это к вопросу о той, скажем, рамочной схеме, которую сейчас пытаются составить по поводу принятия по потолку. И смотрите, интересный момент. Включая лазейку, которая позволяет инвесторам в криптовалюту требовать убытков от активов, которые они затем покупают. То есть демократы, судя по всему, пытаются как-то пропихнуть некую часть закона, которая позволит, как вот, например, видимо, как проблема Silicon Valley была, да, то есть, грубо говоря, если там кто-то начинает вкладываться, например, в всевозможные криптовалюты, потом требовать оттуда, как говорится, при потерях, некой компенсации. То есть я так понимаю, что тут какая-то ситуация связана с регулированием, и в то же время, судя по всему, демократы все-таки поддерживают крипту. Так, ну и вот смотрите еще один. Один из авторов законопроекта Палаты представителей заявил, что у республиканской партии есть 3 красных линии. Вот смотрите, чего хотят республиканцы. Никакого чистого увеличения долга, в чистом виде, да, никакого увеличения налогов, и законопроект должен сократить дефицит. Вот, собственно говоря, с каким, так скажем, основным требованием выходят республиканцы. Как они договорятся, мы пока, господа, не знаем. В связи с этим, соответственно, нам остается только будет ждать. В любом случае, это произойдет не раньше 12 часов ночи, потому что по Гринвичу там это было, насколько я помню, в 19:00. Это, соответственно, как минимум за 12 ночи по Москве. В связи с этим, соответственно, как мы видим, все стоят в ожиданиях. Поэтому я говорю, что выпуск будет короткий, так как, по большому счету, основные события, безусловно, мы, во-первых, ждем сейчас запасы по нефти, они будут 23:30. Мы знаем, что обычно к этому моменту доллар начинает расти вверх, особенно если они уже наверняка знают, что запасы высокие. Обратите внимание, мы находимся наверху, в рамках буквально коррекции 102.4, 102.5. И отсюда, как мы видим, как я и говорил, поход будет на 102.7, 102.8. Поэтому на том же Форексе можно ожидать укрепления вплоть до 81, может быть на 81,5. Хотя, наверное, маловероятно, но вот до 81 дойти спокойно могут. Но официальный, понятное дело, он уже у нас фактически к этому моменту, скорее всего, меняться не будет. Там уже будет, как говорится, все уже принято на завтра. Значит, смотрите дальше. Соответственно, по нефти, да, здесь у нас картина следующая. Нефть будет, естественно, пытаться выйти за 76. Особенно все зависит будет, конечно, какие выйдут запасы. 76, 77, вот в эту зону. А там мы помним, 77 основной уровень, который надо будет пробить. На другом графике он есть, здесь мы его не увидим. И, соответственно, это дорога на возврат на 78. Пока картина неоднозначная по нефти. Во-первых, американцы заявили о том, что, собственно говоря, Россия типа поставляет нефти, даже больше увеличила свои объемы. Вот. И, соответственно, никаких сокращений она типа не делает. Ну, и связано это, скорее всего, типа с вот этими, с потолками, которые были введены. Вот. А при этой ситуации мы видим, что и Китай вроде бы типа спрос не так, скажем, быстро восстанавливается. Все как бы намекают на то, что реальный спрос на нефть пока низкий. И при этом, соответственно, это все будет давить на цены на нефть. Ну и также мы помним, естественно, ситуацию с денежно-кредитной политикой, которая, безусловно, тоже у нас пока проводится в рамках давления. Ну, давайте посмотрим, что мы будем, господа, собственно, ждать завтра, да. Значит, смотрите, выступление Бостика, члена ФРС, да, это вот опять к вопросу о том, что они там будут комментировать. Обратите внимание, это, естественно, уже будет следующий день, то есть здесь, возможно, уже будет информация какая-то по госдолгу. Также будет уже понятно, какая будет, собственно говоря, запасы по нефти. Дальше выходит, смотрите, ВВП
непосредственно в Японии. Это тоже к вопросу о том, насколько там будет, покажет, скажем так, устойчивую экономику. И, соответственно, кстати, тоже может либо подстегнуть, либо затормозить, опять же, цены по нефти. Да? Дальше смотрим. Индекс потребительских цен в Европе. Это данные по инфляции. Это будет важно, особенно для евро. Мы это тоже будем за этим наблюдать. Ну и в целом это, как бы, конечно, определенные данные, которые в общей канве, безусловно, имеют значение, потому что данные по инфляции сейчас в центре внимания у нас, да. Дальше, число выданных разрешений на строительство в США, это, в принципе, такой будет параметр, который особо, я думаю, сильно не повлияет. А вот дальше будут запасы сырой нефти США официальные. Вот это то, что на самом деле мы после потолка ждем как основу из основ на начале этой недели, потому что в конце мы, конечно, ждем, безусловно, выступления Пауэлла. Вот. Но в целом, как бы, надо понимать, что, естественно, там тоже может начать достаточно сильная быть волатильность, особенно если при ситуации, когда запасы неофициальные, если уже покажут, что они будут, допустим, неплохо сокращаться, да. А мы уже говорили, что фактически сейчас запасы как раз физически только-только начинают сокращаться. Значит, дальше выступление представителя ЕСВ господина Де Сагуни. И смотрите, господа, вот это будет иметь значение для рубля. ВВП квартальный год к году за Российскую Федерацию. То есть здесь вот мы как раз увидим ситуацию, насколько Российская Федерация экономика крепкая, и, соответственно, это может определенным образом повлиять на укрепление рубля, но я не думаю, что как-то сильно. То есть в любом случае это в лучшем случае как раз коррекция, которая может показать нам наконец вот этот коридор, этот пол, да, куда мы можем откатить. Ну теперь давайте посмотрим, вот опять у нас по прогнозам непосредственно на наших коридорах, здесь все очень у нас наглядно. Значит, смотрите, что и требовалось доказать. Дошли мы практически до 80-50, да. И, соответственно, смотрите, если будет откат, ну, это 79.50. Я вот думаю, вот как раз 79.50, ниже мы пока не пойдем. Потолок пока ставлю 80.50-81 до, как говорится, решения по потолку. То есть вот до этой зоны. Дальше там будем смотреть, потому что, еще раз говорю, Центробанк непонятно пока, где он будет включаться, не будет. Обратите внимание, если смотреть по целям, мы тогда тоже думали, что они могут не отработать, но они отработали. И если смотреть конкретно по доллару-рублю, 82, пожалуйста. То есть, и при том она, обратите внимание, даже загибается вверх, то есть намекает на то, что динамика продолжается. По евро, здесь тоже, естественно, история у нас получается 86.50, я думаю, это удержание, ниже не пойдем. И, соответственно, как минимум до 88.5, вот здесь. В том же Форексе, да, там могут быть попытки выйти там на 89, да. Но в целом, скорее всего, стабилизация курса будет проходить вот именно от 86.50 до 88-88.50 в моментах. Ну и, кстати, цели тоже, обратите внимание, тоже идут в район 90, уверенно. И более того, смотрите, волатильность тоже, зона волатильности, она туда растет. То есть продвигает коридор выше. И, соответственно, по юаню. Здесь, соответственно, картина у нас удержание, судя по всему, получится 11.40. Но, опять же, это все зависит от Центробанка. И, соответственно, 11.50, 11.60. Ну, вот 11.70 ставлю под вопросом. 11.50, 11.60 вполне еще может быть. Но самое главное уже, судя по всему, не ниже 11.40. Вот такой пока, господа, прогноз. Еще раз говорю, основные события впереди. Ждем нефть. Ждем решения по потолку. И плюс, соответственно, у нас в конце недели не забываем про Пауэлла, да. Поэтому при этой ситуации, естественно, все будут сосредоточены, сконцентрированы и ждать. Еще раз напоминаю, что по облигациям у нас сейчас все сигналы на рост. Облигации растут. То есть на укрепление доллара однозначно все работает. Мы видим, что доллар пока четко удерживает коррекцию 102.50, 102.4, не ниже. И это вот то, что вот это вот 102.20, это все ерунда. Он на самом деле крепится именно здесь. 102.4, 102.5. И дальше, соответственно, как я уже говорил, 102.7, 102.8. Поэтому, еще раз говорю, лично вижу продолжение укрепления по доллару, но уже умеренное. Не вот как мы быстро восстанавливались, да, а уже умеренное, постепенный переход в рейнджевую динамику.
На данный момент, при том, что, еще раз говорю, понятно, что такие события, как потолок и так далее, могут привести и к резким скачкам, но я говорю о вопросе, где мы все-таки именно будем стабилизироваться. На этом, господа, напоминаю, те, кто, как говорится, интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Также напоминаю, что там я всегда на прямой связи, мне можно всегда там задать вопросы и так далее, участвовать в наших прямых эфирах на другом канале, там, где непосредственно трейдингу посвящен. Вот. Ну и, соответственно, естественно, напоминаю, что будем продолжать обзоры каждый день. Естественно, будем подводить каждый день, смотреть, как все вот эти события у нас влияют на курс. Курс у нас плавающий, напоминаю. Просто многие там думают, что это ЦБ его устанавливает. Нет, ситуация с ЦБ, он может только корректировать. То есть он может, когда видит, что конъюнктура либо краткосрочная, либо среднесрочная там меняется, тогда он может вносить свои коррективы. Но в целом курс определяется рыночным путем. Пытается, по крайней мере. И вот эти все события, безусловно, его, как говорится, и устанавливают туда, где, собственно говоря, он должен быть. А если это ЦБ не устраивает в рамках там бюджетного правила и так далее, вот тогда вмешивается ЦБ. Поэтому, естественно, мы отслеживаем его каждый день. И каждый день, как вы видите, все может быстро и резко меняться. Плавающий курс, не привязанный, как это было раньше. Ну и, соответственно, в пятницу, господа, естественно, будем подводить итоги всей недели. Это у нас стандартно. И в воскресенье я буду снимать обзор следующей недели. Как вы помните, будет новый календарь. Опять все будем подробно разбирать, чего, как, на что влияет и так далее. Поэтому, если не хотите, как говорится, опоздать, знать заранее, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.